Ладно, давай начнем заново. Смотри, всем задаю один и тот же вопрос. Ты тут добровольно на интервью? Тебя никто Да, абсолютно, на добровольной основе. Тебя никто не заставлял? Нет, само есть желание дать интервью, пообщаться. А? Пены, да, пены нет. Короче, тогда представься, откуда ты родом, такое, фамилия, имя, отчество. 11.01.1988 года. По воле судьбы я родился в городе Владивостоке. Угу. У меня в то время отец там с матерью находились. И потом мы переехали домой, обратно. Это село, оно находится на границе Чечни и Дагестана. Угу. Ты там, в детстве переехал, обратно? Ну, я, получается, маленький. Я родился в Владивостоке, мы, туда уехали. Ну, на родину, где и жили, короче. В 99-м году, когда началась война, вторжение России в Чечню, получается так-то, что наше село сильно пострадало от действий российской армии. Смешно звучит, когда ты сидишь в форме российской армии. Ну, как есть. Да. И ситуация нагнеталась. Мы сперва выбрались в Веденский район, а потом оттуда у меня дядя жил во Владивостоке. У него там постоянный бизнес был. Ему, получается, отец семью, чтобы сохранить, сберечь, он, получается, с мамой, со мной и с братом переехал туда. Там и жить. Там я, получается, закончил среднюю школу, закончил с красным дипломом колледж. Ничего себе, какие-то сегодня... Ты уже... У того высшее образование, между прочим, который велосипеды крал. У того высшее образование, психолог какой-то. Позже по поводу... Понятно. Понятно. Да. Так а что? Да ты язык знаешь чеченский? Да. Да. Скажи там привет, как дела, или там что-нибудь. Ассаламу алейкум ва рахматуллах абусал бвежери. Все. Ну что, то просто потом будет заходить, писать, что ты актер, понял? Что ты не настоящий, мы тебя типа специально вот это одели. Короче, Даня, подкинь дров, возьми. Ты что, ты отучился, что дальше? Затем пошел служить в армии. Срочку, да? Срочную службу, да. Ну. Там отслужил 2 года и демобилизовался на гражданку. С братом, получается, мы встретились после службы в армии. Ну и как бы до этого у меня был такой образ жизни. Мы спортсмены были, группировка. Мы занимались тем, что кто торговал героином, мы их колотили, забирали у них золото, там, деньги, вот эти все моменты. Понятное дело, они в милицию не заявят, не пойдут. Да, то есть... сразу скажу, да, мы это может там, если что, вырежешь, короче, за брату историю, понял, там, твои, не приплетай, чтобы его не въебали, понял? А он погиб уже. А, он погиб уже, да? Тогда можно говорить. Я просто думал... Он погиб в Сирии, он воевал. Он в Сирию поехал воевать? Он на стороне исламистов воевал. Да? Подожди, против русских? Против Асада. Асада. Так Асаду помогает Россия. Да. Да, против русских и Вагнера. Да, он, получается, в селении Альтех, это близ Маарета, Нумана, он на машине сделал истишхат, он, получается, протаранил танк и взорвался. 300 килограмм взрывчатки. Пиздец, нахуй. Зачем, блядь? Он, за курдов или... Нет, Лива Таухид Мухаджирин Валянсар группировка. Это которая сейчас штурмует Алеппо, не? Это те, которые в Идлибе стояли. У них, получается, они к Хаят Тахрир аль-Шам относились. Да. Ты знаешь, что сейчас Алеппо штурмуют? Нет. А кто его штурмует? Асад сейчас в России, если ты не знаешь. В Москве. В это время Путин в Казахстане. Вот, на саммите ОДКБ. Сейчас я тебе скажу, тем временем Хаят Тахрир аль-Шам продолжают, они штурмуют Алеппо. Алеппо? Да, они штурмуют Алеппо. У них их выбивали же из Галиба. Вот, вот тебе карта, вот я тебе сейчас покажу.
Вот тебе карта. Они несколько дней назад начали продвижение в сторону Алеппо и это. Маша Аллах. У брата вот меня смотри, где погиб. Я приближу. Да, приближай. Это когда было? Давно? В 19-м году. Ну вот. Ну они же стояли по границе вот это. Да, Джарджанас. Вот Джарджанас город. Близ вот этого города Джарджаназа, получается, когда наступление А было. зачем брат пошел туда вообще? Ну, и у него это религиозное убеждение. Типа там к ИГИЛу не относился? Нет, не относился. Не? Это группировка, это, ну, можете забить Лива Таухид Мухаджирин Валь Ансар. Я так не сильно понимаю. Короче, повстанцы совместно срывают портреты Асада и другие элементы культа личности сейчас. Вот в Сирии. Они сейчас с помощью дронов тыры-тыры командуют операцией лидер ХТШ Абу Мухаммед Джауляни. Аль-Джуляни. Да, ты его знаешь? Конечно. Короче, кстати, америкосы за Джуани дают 10 миллионов вознаграждения. Тем временем сирийский диктатор Башар Асад прибыл в Москву, где дожидается Путина, который сегодня размахивает орешником в Астане на саммите ДКБ. Кстати, телеграм-канал Бытили, советую всем подписаться. Короче, и эти, как его, повстанцы. Даня, а ты у нас картинку публиковала эту? Или? У Лачина есть. У Лачина есть? И у нас есть картинка. Где? Там Путин вывел войска, не знаю, часть российских. Короче, и вот что они типа пишут. Флаг Украины, слава Украине, рисуют. Это флаг. Флаг свободной Сирии. Да? Да, это флаг свободной Сирии. То есть это те, кто идут в контру. А это что написано? Аль-Джада Сурая Харах. Аль-Джада Сурая Харах. Ну, короче, они пишут слава Украине, флаг Украине. Это за эту фотку. То я там людям покажу, чтобы они понимали, за что мы говорим. Вот. Короче, и брат твой поехал туда, да, воевать, Да. типа? Я поддерживал с ним связь. До тех пор. Ну, ты его не пытался отговорить? Нет, Чего? это его выбор. Да ну, бля, ну не они, ну. За какие, ладно бы там за Чечню, там за что-то это. А там подразделение было на тот момент из Северного Кавказа, то есть Чечня, Дагестан сборная. Ну, они ж, понятно, они ж радикальных там а-ля исламистов, да? Ну, типа набирают. Ну, там как бы они, в Турцию он поехал, он сперва с узбеками, с киргизами поехал туда, в Турцию, на уроки. А уже тут, ну, якобы под предлогом уроков. А потом уже через несколько времени переход через Африн или какой там был, они уже, получается, были в Сирии. И через некоторое время вот эти ребята пошли в Катиба Таухид валь-Джихад, киргизы, ну, национальные, потому что, ну, чтобы проще координировать между подразделениями. А наш, получается, он кавказцам, ну, перешел, потому что, ну, попал по распределению. Короче, твой брат воевал против россиян, Вагнера, Да. и Асада, да? Да. А тебе получилось, а родители его не пытались отговорить? Ну, он как бы, религия, настолько он ушел в нее очень сильно, да, то что он уже не слушал, в принципе, никого. Да. У него были свои убеждения, была своя цель, он хотел попасть в рай. Ну, понятно. Но единственное, ему спасибо, что он пошел мочить русаков хотя бы там. Поэтому, ну, короче. Не, просто ты нормально, связано говоришь. Ну, типа, не скажешь, что ты там какой-то, я не знаю, там, наркоман или бухарь или еще кто-то. Вот. Короче, жалко твоего брата. Ну, пиздец. Мне даже жалко, блядь. Хоть бы просто поехал бы в Украину, лучше бы русаков бы швалил. На тот момент еще же не было такого. Что, было? Война с 14 года идет. Глобального я имею в виду. Ну, глобального, да. Не Да, было. о том, то, что там Путин высокомерно заявил там, о том, то, что эти территории, это Новороссия, Малороссия, что он там придумал со своими этими эквилибристами истории, политики и всего прочего. Угу. И А ну, объясни, я думаю, будет тоже людям интересно. Объясни, типа, какая мотивация, типа, ехать чеченцам воевать за повстанцев в Сирии? Типа, это просто религиозное? это типа, чисто, да, на религиозной основе получается. Они кто там, суиты или правильно, да? Или как их, шииты? Сунниты. Сунниты, Против да? шиитов воюют, потому что шииты это Иран, курды,
Ага. ну, часть курдов. Но они менее радикальные, И правильно? шиитская иранская милиция. Нет, они... Или как? Нет, они полностью искажают религию. Они, по сути, шиа. Угу. Это значит секта в переводе Угу. с арабского языка. Угу. И получается, шиа, они в корне фундаментально сломали все, короче, догмы ислама, которые принес наш любимый пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И вот после того, Это сложно, конечно. и после того, когда они это сделали, они откололись, они отказались от наследия пророка и начали уже как бы самостийно идти уже по своей... Это в православии Иеговы есть такие, если знаешь. Тоже Ну, у них свои. это течение, да, своего Да. рода. Я понял. Сколько брату лет было? Он был на 3 года меня старше. То ему получается... Фу, я что-то уже запутался. 85-го года. Мгм. Короче, ну что, тогда надеюсь, он там, где хотел, правильно? Иншаллах. Да. Что ты как попал? Ты занимался Мы начали... неправильными вещами. Да, мы пошли по криминальной. с ним. А что, работы не было? Да, работа как бы была просто вот. Был момент в том, то, чтобы земли взять. Купить земли? Ну, можно сказать так. Там совхозы начали разваливаться, колхозы. Можно Мгм. сигарету, пожалуйста? Да, Кол- сейчас кол- просто на кол- YouTube кол- ругаться кол- будет. Колхозы, получается, разваливались. М. И получается то, что народ вот этот, они кроме водки ничего не едят. Ну, просто вот Так ты... целый поселок Ты зомби. за Владивосток или Чечню? Владивосток. Ага. Это Владивосток уже Мгм. был. То есть я отслужил, демобилизовался и жил... А, ну, ты этой Владивосток. фигней занимался во Владивостоке, Да, да, да. не в Чечне? Нет, нет. А ты потом возвращался снова, да? Или, ну, жил еще в Чечне у себя? Ну, к родственникам приезжал в Дагестан, в Чечню. Не, ну Кадыров просто рассказывает же там, мы вот там, типа, богатые, блядь. Ты видел его сын там, ну, пиздец, золотые автоматы, пулеметы, что у них там, машины, просто кортежи какие-то, блядь. Ну, я просто понял, я не сильно понимаю, когда чеченцев же, ну, извини меня, по сравнению с остальными вообще понты. Ну, осталось, да, их мало того, что одна война, и в 20 веке там, да, что-то было, какие-то, потом первая, вторая чеченская война, их Россия потрепала, раскидала по миру. Насколько я знаю, извините, я перебил, Мгм. пожалуйста. Насколько я знаю, то, что еще при Сталине в Кремле была директива о том, то, что относительно чеченского, ингушского и дагестанского народа, что если какая-то численность данного народа начнет превышать 2 миллиона, то создавать конфронтации Мгм. для того, чтобы держать население в определенной Это не только. количественности. Это он и Голодомор в Украине был, и все остальное. Я имею в виду, что, типа, Кадыров просто рассказывает, что в Чечне все охуенно, все дорого, богато живут, типа, такого, не? Кадыров, он отчасти может быть и прав, но опять же, насколько он... Да, с голоду не мрут. Если взять вот это благополучие, в принципе, да. Потому что человеку, по сути, что ему надо? Ему надо, чтобы семья была накормлена, одета, обута. Мгм. Да, он, получается, каким образом установили вот этот вот контроль над республикой? Они, получается, в свою очередь, когда договаривались, то есть, когда еще были эти, предательский договор, относительно того, то, Ты что... имеешь в виду за Дудаева? Нет, Или за что ему? нет, это уже далеко. Дудаев никогда в жизни бы не пошел, это этот герой чеченского народа. Его можно ставить на одну ступень с шейхом Мансуром и с Зелимханом Карачоевским. Нет, здесь получается момент такого рода, когда был договоренность, когда начали раскалывать, и Мадаев появился батальон «Восток», когда ополчение пошло воевать против муджахидов, воюющих за Чечню. Мгм. То есть получается вот этот момент сам. В первую чеченскую кампанию поднялся весь народ. И победа была обусловлена тем, что каждый, даже ребенок, готов был идти туда, воевать. Под надзором ООН не могли сделать такого тотального истребления. Россия, плюс еще находясь в таком положении, у них политический строй подхрамывал, потому что алкоголик сидел у власти. Пошли на уступки. Был заключен Немного изменилось. Хасавюртовский договор пошел, Мгм. который дает независимость, то есть суверенитет Чечне. Чечня начала жить. В это время пришел к власти Вовка-реваншист. Мгм. Вовка-реваншист
ему просто он спит и видит, как он восстановит границы Советского Союза вместе со странами договора. Если у него дальше дело пойдет в положительном формате, он не остановился бы никогда на Украине. Дальше была бы Латвия, Литва, Эстония. Дальше после него непосредственно было бы, кстати, полемика уже проскакивала, когда готовилась вся каша в Украине, уже полемика начала проскакивать о притеснении якобы русских в странах Прибалтики. Да, та это говорили. Ну тут Друзі, не перемикайте, маленька реклама. Хочу порекомендувати вам магазин «Прапорщик», який знаходиться в місті Києві по вулиці Січових Стрільців, 81. YouTube забороняє показувати, що там продається, але якщо вам потрібні іграшки будь-якого калібру, то вам до них. Також у них є чудова майстерня, де ви можете полагодити свої іграшки. Якісний асортимент, гарні ціни, завжди знижки для військових і все це в одному магазині. Тому звертайтеся до наших друзів, підтримуйте українське. Посилання на цей магазин у нас в телеграм-каналі. Дякую. вопрос же в другом. Тут вопрос... Да. И вот тут дальше, из этого исходя. И вот Вова, реваншист, он начал вести подготовку. Еще очередного вооруженного конфликта. Он расслабил бдительность с виду, полностью все гайки раскрутил и разжал. И получается так, что в самой Чечне не было единства. То есть люди, имеющие силу между собой, там были такие люди, личности, как Шамиль Басаев, был такой, как Аслан Масхадов. Были еще многие ребята, которые имели силу, но не было единственности. Проблема нашего народа заключается в том, что у нас не было никогда ни царя, ни князя, не было организатора единого. У нас всегда было вольное общество, которое основывалось на адатах, на наших, получается, традициях, и на наших, получается, стариках. То есть старики принимали основные решения. А сейчас они есть? Старики сейчас есть, да. Но Они, старики сейчас прижаты. Они не имеют вес в обществе, да? Имеют, в бытовых таких вопросах. Да? Да. Не могут там собраться, сказать Кадырову, давай тут что-то. Нет, они не могут этого сделать, да. А раньше могли, да? Да, они, получается, лично мое субъективное мнение, я не говорю о том, что это так оно и есть в действительности, но исходя из аналитики данного вопроса, я думаю, скорее всего, с Кадыровым-старшим договаривались старики. По поводу того, потому что народу слишком много погибало, а был хаос, была неразбериха уже потом под конец. Началась просто, Чечня разделилась, народ устал от войны, непонятно куда идущей. Часть, которая знала, куда шла, она ушла в горы, а другая часть, она переметнулась на сторону Путина. И началось. Потихоньку оппозиция начала ослабевать. Кадыров заручился поддержкой Путина. То есть, получается, руками Путина все это сделал. Потом начал террор устраивать внутри республики. Начал притеснять. Начались похищения, исчезновения, убийства, изнасилования. И много другого, которое уже не секрет. Эту тему поднимали много раз в эфире, и каждый знает за нее. И каждый чеченец, находящийся в Чечне, он знает это происходящее, что это все происходит. Я просто всегда представлял, вот у меня есть товарищ, давно его не видел, сейчас воюет, он такой чеченец. У него там батя воевал в Чеченскую войну, и он сейчас за Украину воюет. Он такой умный, знает вроде грузинский, английский, французский язык, такой, мозговитый парень. Вот, и, блядь, он такой именно, знаешь, я у него интервью, кстати, брал на YouTube, у меня тоже есть, и он так вот очень умно рассказал тоже за это все. Я всегда просто основываясь на как он выглядит, да, он такой гордый, блядь, орел, понимаешь, я просто представляю всех остальных, и товарищи, которые со мной служат, я тоже их видел, тоже такие гордые мужики чеченцы, с бородами такими, блядь. Вот, с пузами есть, здоровыми, но он, у них как начальник, понял? И они его там слушаются, уважают, он у них и командир, и какой-то там лидер. Я имею в виду, что как-то так. Ладно, давай потом перейдем обратно к этому. Далее, после того, когда война уже закончилась, Кадыров начал устанавливать административные порядки России и всего прочего. Придумал псевдошариатский закон. Это что такое? Это не закон, основанный на шариате, а псевдошариат. То есть так, как выгодно. То есть в этих вопросах можно порешать по шариату, а другие вопросы он не может пойти вразрез республики.
Ой, в России точнее. И вот, дотации, да, он добился того, что пошли дотации, а иначе бы он не удержал бы народ, потому что народ бы начал кипишевать. Соответственно, начались дотации, и, получается, Путин на этих условиях, он освободил Чечню от налогов. Для того, чтобы регион быстро начал развиваться внутренне. Чтобы отстройки домов, надо было восстановить это просто снесенные города. И успокоить, и всех, и все остальное. Соответственно, кому-то, да, компенсировать что-то, но они крупно ошибаются, если они думают о том, что они могут денежку в рот положить, и чеченский народ это забудет. Он это не ну забудет видишь, никогда. есть два варианта. Часть чеченцев приехала в Украину, и я еще, чтобы не соврать, я общался, я с 14 года служил в 14 до 17 и я тогда встречал и грузинов, и чеченцев, и я с ними общался, мне интересно было, какая мотивация. И чеченцы, и грузины говорили, что мы в первую очередь приехали сюда уничтожать понятно кого. И второй момент, они говорили, в свое время, когда была война у нас, когда нам было тяжело, приезжали украинцы. Они говорят, я это помню, и я считаю своим долгом отдать долг теперь Украине. За то, что когда нам было тяжело, они приехали. Это они мне такую мотивацию говорили вот тогда, когда в 14-м, ну и сейчас плюс-минус так же. Ладно, давай в двух словах, что ты занимался, короче, нехорошей деятельностью, да, и тебя арестовали. Да. Я получил 17 лет строгого режима. 17? Да, за то, что ты барыг там крепил? Нет, это не барыг крепанул. А, я помню. Да. Там был земельный вопрос. Да, 115-я дача какова? Нет, это была у меня сперва 105-я, вторая. Ну, то есть убийство двух лиц и более, там с вытекающими подпунктами. А потом, получается, адвокаты помогли, и как бы у меня развалилась статья на 105-я первая, на 111-я четвертая, на 167-й, на 167-й. Ну, по тебе не скажешь, что ты прям такой, прям, блядь, дерзкий. Ну, я имею в виду, что слишком умно говоришь. Вот. Потупее были. Читал много. Да вот именно ж. Вот. Ну, короче. И что? Ты, когда тебе дали срок? В 2008 году. Ну, осудили в 2009. А, ничего себе. И ты долго сидел? Я сидел до 2023 года. Ого. И ты должен был уже выходить? Я должен был освобождаться. По УДО, мама? Нет, не УДО. Я сидел в ужесточенном месте, где сидят преступные авторитеты в основном. Ну, типа красная какая-то? Нет, да? это тюрьма, это так и называется тюрьма. Это такое место, куда свозят авторитетов, которые вредно влияют на массу, ну, с администрацией, не дают им режим держать. И прежде чем зону сломать, авторитетов вывозят, получается, собирают вот в этом месте. Чтобы вы там между собой, да? Нет, нет, чтобы зона осталась без лидера, и чтобы мужиков просто сломать было, прийти и сломать. Спецназ загнали раз. Если при мне загоняли спецназ, я говорил мужикам, ничего страшного, боль она проходит, поступки остаются. То тогда в таком... А вы права качали свои там? Конечно, конечно. То есть, если систему не расшатывать, система начинает тебя хавать настолько, что начинаются изнасилования, вымогательства, там вплоть до того, что хуже, чем в военном плену находишься, когда. А ты что, тут плохо тебе? Мне вообще неплохо. Ты еще дальше не был, там условия еще лучше будут. Я подразумеваю тот момент, то что... В украинском плену, поверь, охуенно. Поверь, в украинском плену у нас вся страна, знаешь, что возмущается? Какого лешего российских военнопленных так хорошо содержат? Жрать дают, кровати, души, все остальное, работа, письма домой и все остальное. У нас вся страна говорит, у нас пенсионеры получают из-за войны, из-за кучи моментов там 3000, 4000 гривен пенсий, а на содержание одного российского военнопленного что-то 10-15 уходит. И у нас половина страны, грубо говоря, считает, что нехер вас содержать хорошо, а вторая половина страны, знаешь, что говорит, что, бля, а что делать надо, потому что потом их обменяют на наших, и наши вернутся домой. Поэтому мы должны нормально к ним относиться. И потому что так требует международное право. Вот. Я отношусь ко второй категории, которая считает, что
раз мы уже взяли вас в плен, и вы живые, то надо нормально относиться. Это дело чести. Вот. Ну, короче. И что ты там? Ты свои порядки устанавливал, да? Да, находясь в местах лишения свободы. Не то, что свои порядки, просто человечные. Ну, я понял, Я да. приехал в зону, меня чуть не изнасиловали. Просто элементарно. Ну, так это же нормальная тема сломать, типа. Началась с карантина. То есть, получается, у меня получился конфликт сразу с осужденными, которые представляют актив колонии администрации. Как козлы или как? Да, это, красные козлы. Да. У меня получился с ними кипиш. Мгм. Там очень сильная потасовка была, я еле вывез эту ситуацию. Там буквально ситуация сработала в том, что я просто ручку в глаз загнал. Да. Да, там просто Ты экстренно когда всё на хату получилось. зашел или что? Не в хате, это уже в карантине в самом А, лагере было. да. Я просто... Да. Я не мотал, поэтому... Нас, получается, меня утащили под крышу, то есть это место ШИЗО, штрафной изолятор. Ну да. И со штрафного изолятора мой срок начался. Угу. Я сидел весь срок, либо штрафной изолятор, либо ПКТ, помещение камерного типа, он же БУР, либо СУС, либо единое помещение камерного типа. Это все плюс-минус одно и то же? Это из камеры в камеру, только одна камера, она хуже другой камеры. Ага. Другая камера, она еще хуже другой камеры. Как это называлось? Я уже не помню, когда тебя по камерам гоняют. Чи в космос запускают, или как там правильно? Но это, нет, это другое. Ну, это в да. тюрьме, когда тебе пытаются создать репутацию дурную. Да, да. Да, они тебя запускают так. В космос, правильно Да, в называется? космос. То есть, получается, тебя взяли, у них уже квочка напела, где телефон лежит, где лежат те вещи, которые запрещенные предметы. У оперативников информация объективно уже есть все. Тебя осталось только завести в эту камеру, И нас- после тебя вывести в другую камеру, сюда завести обыск, выбить это все. Потом тебя завести сюда пожить, и вот так тебя прокатить под 4-5, тебя потом... чтобы твоя репутация стала под сомнением. Ну да, чтобы типа, да. Но это когда еще красная полоса на деле, да, идет, что ты типа особо опасен, и у тебя проверки регулярные. Да, это, у меня были красная полоса была, и потом нарисовали зеленую полосу. А зеленый? Зеленый это авторитет. Это хорошо или плохо? Это печально. На самом деле тогда для меня было это не смешно. Да не, я понимаю, что не смешно. Я просто, что я улыбаюсь, потому что ты, ну, по общению ты, в принципе, ну, нормальный мужик. Типа, я же тебе говорю, если бы ты вот не русский военнопленный, я думаю, мы где-то там на гражданке и пиво бы попили спокойно, пообщались на эти все темы. Как бы это как-то... Тебя просто занесло не туда, я тебе скажу, наверное. Я бы тебе такой хинкал бы сделал. Кого? Галнаш, жижик галнаш. Что такое это блюдо национальное. Да. Да. Ты, так я говорю, ты по общению вроде, ну, просто приходят, вот я общаюсь с пленными, но есть тупые пиздец. Есть такие, ну, ты с ним общаешься, просто ну, тупой. Он ничего не может рассказать, кроме как он попал в плен, как он сходит в туалет, и, ну, он там ребенка как-то сделал. Все, это вот его весь жизненный цикл от рождения до плена. И все. С тобой общаться, ты, ну, понимаешь, и там арабский, знаешь, там, и вот это общаешься, ну, типа, ну, блядь. И брат поехал, да, ну, за свою идею. То бишь, ну, как бы, все равно, что у него какие-то взгляды на жизнь были, это уже лучше, чем нихуя. Понимаешь? Просто, я же говорю, тебя, походу, просто не туда занесло, и, блядь. Я объясню сейчас позже, ну, в ходе. Не, без проблем. Я просто, и что, тебя вот это хотели сломать, ну, я так понимаю, тебя просто завели и дали этим козлам команду тебя чуть-чуть, да, утихомирить, чтобы ты поспокойнее был, да, наверное? Да, там, получается, надо было собрать подпись в секцию дисциплины порядка, первая подпись идет. То есть то, что ты, получается, активист. Но ты не активист, ты им не нужен как активист. Им нужно эту бумажку, чтобы ты в дальнейшем не имел перспективы роста в криминальной среде. Ну, я понял, да, чтобы тебя... Не типа, забродил, там, бродягом, чтобы не стал, не назывался, там, или еще что-то такое, там, ну, чтобы ты был послушен, чтобы тебе в случае чего бумажку показали, эту где-нибудь выкинули, и потом сказали, да он подписывал бумаги эти. И все, короче, и потом, соответственно, привозят псевдоавторитета, и вот это псевдоавторитет, то есть красная голова, только калоши, сверху черный, внутри красный, он начинает поедать таких. То есть, и потом зона опять начинает ломаться, потому что те люди, которые идейно настроены, либо у которых есть сила воли, есть дух, есть интеллект, которые осознают, что можно противодействие оказывать, ну, в некоем порядке, вот этой системе, они потом вешают руки, потому что якобы приезжает тот, на кого они равняются, и их, получается, ну, таким образом наказывает. Сколько тебе лет? Еще... Мне 36 лет. Ну и что, ты вот это больше, сколько ты сидел?
Я, получается, отбыл 15 лет и 10 месяцев в местах И лишения сколько свободы. тебе оставалось? Мне оставалось буквально еще, короче, около года. Года, блядь. Ты мог выйти спокойно. Я объясню. Я находился в тюрьме, то есть из тюрьмы меня вывезли в следственный изолятор. Ко мне пришли сотрудники ФСБ туда. Как раз началась волна с набором. То есть вот это вот колесо, вот это пылесос зашел. Мы, получается, когда вагнера пришли, мы их послали первоначально. Потом пришел второй. То есть, ну, пришла вторая волна. Это уже Министерство обороны. Тогда они набирали, если не ошибаюсь, Шторм Z. Мы тоже их отшили. И... Да как вы? У вас там была как-то группа? Или... Ну да, то есть, получается, те люди, которые не хотели принимать участие в этом всем, они просто посылали. И все. Могли сказать, отдыхай. Нет, никто не будет, просто пойдет. Тогда просто кормушки опускались, записи были такие, кто пойдет, хочет кто пойти, добровольцы есть. И записывали. И потихоньку начинали, как бы это, тех, кто выходили, их выходили, там отсев выбирали, там спортсменов выбирали, специалистов в какой-то военной сфере, еще в чем-то. Потом началась уже истлевать вот эта численность. Кто-то дошел до конца контракта по полгода, когда кто-то остался удобрять землю, ну, в печальном раскладе, кто-то без рук, без ног, кто-то на полкойке вернулся, а кто-то там без глаза, вообще Куда, без в тюрьму не вернулись? Нет. Да, кто-то уже возвращался с вагнеров, уже обратно заезжали, рассказывали всю реалию, как что происходит здесь. А что не возвращались? Ну, он, получается, с Вагнера пришел, ему зарплата накапала, то что по 300 тысяч там за 6 месяцев, 1 800 000. 1 800 000, что это такое вообще в России? Он пришел, он 2 раза буханул где-нибудь в ресторане, жиганул, все. Вот как у меня был один там знакомый. Он, получается, он освободил, ну, получается, получил свободу, приехал, буквально месяц и еще кого-то убил и заехал. То есть, получается, вот он погулял, он этот меньше, чем за месяц эти 1 800 000 проел, и все. Возвращается, и у нас с ним, получается, связь, ну, как-то получилось стыкануться. Я у него спрашивал, интересовался, как, что там было, почему. Он мне объяснил в том, что говорит, там был просто ад в самом Бахмуте. Он непосредственно Солидар он прошел и Бахмут. Ну, он как прошел? Он в Солидаре получил ранение, его отвезли в Луганск, он попал потом в Бахмут. В Бахмуте он 2 месяца добивал после того, как восстановился после ранения. И он рассказывал, то, что оттуда его в день вывозили по 50, по 40 КАМАЗов трупов. Это получается непосредственно тех, кто К, подразделение К это колония. Вагнера же вели впереди себя зэков. Да. И зэки штурмовали дома, блядь, и все, что хочешь. А сзади командовали вагнера. Да. То есть получается такой момент. Он объяснял все эти моменты, это понятно. Мы, соответственно, имели право выбора. Но мы его, в принципе, до последнего имели, честно говоря. Но получилось потом так, что уже начали применять другие методы. Начали сперва всех вытягивать из камер. Уже вести диалог индивидуально с каждым. Непосредственно сотрудники колонии. Потом начали проходить уже сотрудники вместе с военкоматами начали сидеть. Ну и после того, когда меньше поступлений было, именно в нашем специальном учреждении, где мы находились, меня выдернули в СИЗО-1 Иркутска. Там ко мне пришли сотрудники ФСБ. Да что тебе ФСБ? Ты особенный типа? ФСБ. Это как раз началась репрессия относительно 210-й статьи, части 1. Именно когда ты чем-то конкретно занимался, какими-то делами в лагере общего характера, был там за общим, был там, допустим, за зоной смотрел, или там еще что-то, то ты, получается, входишь в круг, которому инкриминируется статья 210 части 1 УК РФ. Статья это от 10 или 20 или от 15 до 20. Это занятие в высшей иерархии в преступной среде. Это как можно определить? То есть смотрящий на тебя показания. Анонимный свидетель. Ну так даже можно на любого сказать, блядь. На любого можно. Можно и сделать авторитетом. Абсолютно точно. Можно сказать, он, блядь, смотрите, сидит за отдельным столом. Легко. У него свои есть. Смотрел фильм «Беспредел»? Не смотрел? Видел. Милости прошу к нашему шалашу. И вот это что же можно сделать? Легко можно сделать.
показания. По законам Российской Федерации тебе не надо сделать ничего, что Полстраны сидит, полстраны стережет. да, стережет, блядь. Вот такой момент. Ну и что, чем тебя, ну, ломали идти на службу? Добавкой к сроку по 282 и по 210 части. А, тебе сказали, типа, тебя еще навалят, блядь, да? Да, перед самым концом. Вот суки, блядь. Вот тебе еще сверху держал. Ну, Еще это пятнарик. До конца жизни, короче. Ну да, а у меня получается, я отца и мать не видел 16 лет. Я сына своего, который у меня в колонии, когда находился, родился. А, у тебя сын есть? Да, у меня сын есть. Я его на руках не держал даже. Не смотрел на него, в глаза ему не смотрел даже. Не обнял ни разу. И Понятно. тут получается, проявил слабость в этом отношении. Но я действительно проявил слабость, потому как когда меня зажали и оставили вот такой вот выход, я, получается, пошел из него. Не, вытекать. ну да, тут понятно, тут, блядь, типа семья, дом и какой-то шанс выжить. И если бы ко мне пришли, допустим, в 25 лет, или в 30 даже хотя бы лет, с годами все равно человека меняется мышление немного. Если бы ко мне пришли 25, в 20 или в 30 лет, я бы остался бы на своем и сказал бы, добавляйте мне еще столько же срок. Но когда уже подходит конец срока, вот это самое очень больное. Когда ты стоишь на коленях с отбитыми... У меня был один хороший друг, который погиб на этой войне. Позывной Мальборо? Не-не-не, он просто всегда курил Мальборо красное. Позывной Крейзи, Ярослав Сидоренко. Охуенный был человек, блядь. Никому в жизни плохого ничего не сделал. Вот. И суть в чем? Когда я вижу Мальборо, то я в честь его постоянно курю сигаретку. Потому что он всегда курил Мальборо красным. Вот. Погиб на Азовстале в последний день. Сюда. Вот. Ну, короче, тебе сказали, и ты поехал, да? Тебе сказали, срок уберут, все окей будет. Правильно? Ну, там, да, сказали, там, нормально сейчас этот, вот у тебя есть возможность, там, чтобы у тебя, получается, ну, вот твоя свобода, вот у тебя выход, свобода, выбирай. Либо ты, короче, идешь, воюешь, либо тебе добавка к сроку, ввиду сложившихся обстоятельств. И, соответственно, я принял это. Короче, в российской тюрьме либо ты а-ля там терпила, да, какой-то, либо тебе пишут, что ты авторитет, и еще пятнашка сверху, да. Так а смысл, блядь, человеку давать срок, чтобы он еще сидел больше лет и просто на зоне свои порядки делал? Ну, не легче, блядь, отпустить, типа... А он не будет делать свои порядки. Ну, Он не будет свои порядки делать, потому что потом человек либо он вразумляется, либо он просто вешает руки. Потому что вот на меня, когда показания составляли, на меня 500 человек дало показания с моего лагеря, за который я родил, за который я страдал. 500, нахуй. 500 человек дало показания. Яся, это сколько их писать просто на бумагу? Блядь, Эта работа ведется, им бумага все стерпит, они по бумаге работают очень сильно. Подожди, это сколько? Но если в день 5, правильно, это 100 дней, 3 месяца. Так я, получается, еще год, считай, сидел вкрытый. То есть меня вывезли как год крытую, через год меня выдернули. Там все учет ведется, контора пишет, записывает. Она перестает писать только после того, когда тебя в деревянный ящик положат и в землю закопают. Это да. И то даже пишут, кто на похороны приходил. Это, может быть, кстати. Вопрос в следующем. Так и что, ты поехал сюда, тебя куда отправили? В Ростов привезли или куда? Да, меня, получается, с Красноярска собрали в ТПП 16, это где собрали, ну, весь народ, который подписался. Или паузу делать не будем? А что свет пропадет? Вы переключиться на... А, ну так нет, ты паузу не включил? Не, ну так оставь. Просто и все. Да. Не надо, выключай просто и все. Мы пока так посидим. Шо, ну ж ничего, ну просто. И что дальше? Вас привезли, потом тренировать, да? Или что, вот так вот будет? Ты не против? Нет, не против. Сейчас включат свет. Нет, нас, получается, привезли первоначально в Ростов с Красноярска. В Челябинске мы догрузились, еще народу подкинули. 31 человек, 60 человек нас в Ил-76 запихали. И мы прибыли в Ростов в количестве 91 человека. Это в 23-м году? Да, был? в 23-м году. Летом или когда? Нет, это была осень уже, глубокая. Год назад, Почти да? земля, да. Почти зима. И шо? Вот, мы прибыли в Ростов-на-Дону. Там попали, получается, ну, сразу же в аэропорту нас загрузили в Уралы. И отвезли нас
в Луганскую область Украины. Угу. Там мы, получается... Тренировали. Нет. Нет? Мы находились там буквально 3 дня, и потом за нами приехали уже конкретно покупатели. Угу. Ну, видимо, по численности, где надо было докинуть. Потому что как раз тогда шли активные боевые действия, там, штурма. Как раз начинался штурм Авдеевки, начинался штурм Первомайского. Угу. То есть там активные такие довольно-таки боевые действия, большое количество потерь были. И нас забрали туда, получается. Мы приехали, загрузили нас в автобусы. Мы приехали на базу подготовки. Это, получается, сперва 9-я бригада нас взяла, но нас привезли на базу подготовки к Сомали, получается. Это штурмового батальона. Угу. Там, соответственно, нам... Ну, ты когда ехал уже, ты знал от рассказов других, что тут происходит, типа ЗК? Ну, как расходуют их? По-разному. То есть, получается, у меня, допустим, знакомые, которые были, они умудрились каким-то образом попасть в командный состав подразделения, и они большую часть времени как бы находились на второй линии. Они ни в одном штурме участия не приняли за полгода. И, получается, спокойно приехали в Ростов, ну, то есть они не участвовали. Ты знаешь, как вот так вот за бабки делать? Знаю. Вот и все. Я потом с этим столкнулся. Да. За бабки просто покупаешь себе должность, и ты не идешь в штурм или что-то еще. Ну да, там еще надо грамотно с командиром сконнектиться, потому что таких ушлых много. Не, ну понятно. А, допустим, к примеру, кому предпочтение отдаст командование, это уже второй вопрос. Понятно, что там кто жопу больше вылежит. В принципе, не только в российской армии так жопу надо уметь лизать. И что дальше? Когда ты ранение первое получил? Я прошел подготовку полностью в этом. Ну, такую, я как посмотрел, Что ты докурил? Давай стакан. если сравнить ее, допустим, с подготовкой, ну, ничего такого особенного там не было. Там, по сути, автомат только подержать. Как автомат держать, там, стойки эти. Ну, и работа там, окопы там, здания, как штурмуются. Такие моменты. И нас, то есть мы подготовку не прошли, предыдущий набор уехал, и предыдущий набор на Первомайке Измайловка. Село, это получается от Песок сразу выход, который идет. Оно буквально сразу там. Я понял, у тебя первый бой, я имею в виду, где ты был? Ты там у меня боев не было. Я, получается, попал в группу эвакуации. То есть мы приехали на базу. Ну, тебя затрехсотило год назад первый. Да. И ты был в группе эвакуации, да? Да. Мы, получается, на пункт временной дислокации приехали, где содержалось. Нас разбили на группы. И, получается, первая группа ушла на штурм, вторая группа ушла на штурм, третья группа ушла на штурм. Потом приехали люди, забрали, 9-ка доукомплектовала к себе, от нас забрали. И другая часть, вот, которая мы остатки, нас, получается, поставили в эвакуацию. То есть надо было раненых с поля боя, короче, это вытаскивать. просто все понятно. Я имею в виду, ты во время эвакуации получил... Во время эвакуации, да, мы когда тащили, получается, человека, Баба-Яга вылетела. Там мое знакомство с ней произошло. Она в сопровождении 3-4 мавиков, которые с вогами были, ну и с боевой частью там самодельной конструкции. И Баба-Яга, она несла большой заряд. То есть у нас человек, который нес рэп-ружье антидроновое, он его бросил, потому что, не знал, куда, запаниковал. Он не знал, в кого целиться. То есть, получается, он сорвался. Эти двое еще убежали, получается, которые несли первый правый край и левый край носилок. Мы в мягких носилках, получается, когда тащили, он не ходячий был, тяжелый, раненый. Там какой-то офицер. Мы его, получается, взяли. И уже, когда Баба-Яга вылетела, мы еще не представляли себе, что такое ТМ-ка, допустим, к примеру, сброшенный, или еще такой большой боевой заряд. Мы еще как мало-мало пуганые пытались там что-то оказать ему какую-то помощь, его выдернуть, но уже потом стало понятно, то, что надо просто спасаться. Это было поздно принято решение. За мной метрах где-то в 5, наверное, взрыв произошел. Меня откинуло метров, наверное, так на 8. И разорвало мне, получается, ногу здесь. Где-то сантиметров 15 разрыв на ноге. Нога вот так вот разошлась. Зацепила артерию, сухожилие. Я на локтях, пока была
возможности я по ходу отстегнул бронежилет, снял каску, заполз в подвал. В подвал меня еще сбросами добивать пытались. Ну, там получилось так, что стенка подвала обвалилась, и кирпичная насыпь образовалась. И я заполз за нее. То есть, и пролежал до рассвета. На рассвете начался штурм. То есть, получается, БМП поехали, начали гореть по дороге, взрываться. И пока под вот этот весь шумок я выполз и на локтях дополз до моста, получается, до точки эвакуации, где меня подняли бойцы и затащили под мост. Короче, повезло тебе еще. Да. Меня, получается, отправили в 21-ю больницу Донецка. Там я проходил лечение. Ну, понятно. Ты, так что ты год почти... Да, осложнение. Потом у меня пошло осложнение. Меня через месяц эвакуировали на вертолете в Ростов-на-Дону. Ничего себе, даже на вертолете. В Ростове-на-Дону, да, получается. Я пробыл 2 месяца еще. Лечение прошел. И мне назначили месяц по реабилитации отпуска. Я позвонил в часть, попросил военных документы, паспорт, чтобы мне поехать домой. Мне сказали, фиг тебе, приедешь в часть, вот эту бумажку возьмешь себе на отпуск и поедешь. А мой земляк Мурат, тоже чеченец, он, который был, ему 45 суток после ранения назначали, он приехал в часть, отдал эту бумажку, на следующий день пришел к начальнику штаба, говорит, вы меня выпустите домой на реабилитацию. Ему сказали, а в честь чего? Он говорит, я бумагу же вам давал. Он говорит, какую ты мне бумагу давал? Ну да, знаю. Ты никакую бумагу не давал, сиди в штабе в медроте и долечивайся. И все. И я, зная этот момент, схитрил. Я, получается, приехал на Аганова в 103-ю дивизию, где должны были ВБД до части выписать. Я взял себе временную прописку. Ну, временную, форма 2, которая в паспорте замещает на неделю. То есть на проезд чисто. И договорившись с братом, который у меня в Москве, приехал в Москву, 5 дней сделал себе паспорт и полетел спокойно домой. А когда уже прилетел во Владивосток к родителям, я позвонил в часть, сказал, что вот я во Владивостоке, вот мне месяц дали бумажки реабилитацию. Мне сказали в Ростове, что можно ехать домой за свой счет, либо по ВБДшке в часть. Я, говорю, 16 лет дома не был. Я говорю, вот решил приехать туда. Мне говорят, мы тебе сейчас в Сочи подадим. Вот ты дезертир, там все эти моменты. А я знал, что на основе вот этой бумаги тебя не могут подать в дезертиры. И потом, когда они на меня давление осуществляли весь вечер, они мне говорят, лети обратно 2 дня тебе. Я говорю, у меня денег нету. Я говорю, все деньги потратил. На билет пока ехал. Я буду ждать следующей месячной зарплаты, которая мне придет там 34 тысячи. И прилечу обратно уже на этом, тогда, когда будут деньги. Мне говорят, ладно, хорошо, тогда скидывай бумаги, чтобы нам меньше было процессуальных моментов, втыков. И мы тебя подведем, подпишем задним числом, что ты, короче, пропетлял ты? Да, я прилетел у военно-клинический, Владивостокский клинический морской госпиталь пришел, где 155-я дивизия проходила лечение. Там обратился к нейрохирургу, нейрохирург мне сказал, ты сейчас, твоя травма, говорит, она, говорит, несовместима, говорит, с дальнейшей службой. У меня нога до сих пор не разгибается. Ну, я думаю, да. До конца. И говорит, ты, говорит, у нас, говорит, под категорию D в принципе подходишь. Я говорю, мне надо вернуться же в часть, потому что там, все дела. Они говорят, да нет, тебе не надо, оставайся здесь. Я говорю, а как мне пройти, мне бы ВК же надо 2-ю проходить, потому что 1-ю ВЛК я прошел в Ростове, временную, на 30. И мне надо было уже фиксированную делать. Я прилетел, то есть прохожу, мне остается до ВЛК несколько дней. Я уже расслабился. Меня так убедили, что да, ты уже все, уже все. Ты отслужил, все нормально у тебя будет. Я звоню в часть за 2 дня до ВЛК и говорю, что я буду проходить его во Владивостоке, и что меня спишут. Все уже, я тут врачей пошел, они мне резолюции написали, там все эти моменты. То есть я прошел НМГ, там, вот эти все анализы сопутствующие. Понятно, и что тебе сказали? Мне сказали, ты дезертир, мы сейчас тебя подаем в розыск, к тебе домой приезжают, тебя забирают, и тебя будут, выдернут обратно. А здесь мы с тобой уже разберемся по-другому. Как они разбираются? Ребенка хоть увидел? Увидел. Уже. Сына обнял, на руках подержал. Да, уже плюс. Но я уже, когда стоял перед тем, как принять это решение, уже смотрел в зеркало перед собой. Это уже в госпитале, в Ростовском. И думаю, я не был 16 лет дома.
Вот она сейчас есть возможность увидеть. Что может быть страшнее того, то, что они запихают меня в очередную жопу? Они и так меня запихать могут в очередную жопу, я ничего не теряю. И я полетел домой. Решился. Прилетел. Все, побыл. И потом, получается, когда они начали оказывать давление, там у нас не... Ну, я начал как бы совет держать там со старшими своими, как вести себя, ну, в данной ситуации. Мне говорят, у тебя же и так бумаги, в принципе, написаны. Ты езжай туда просто. Хотя в любом случае ты не БГ, ну, не боеготов. В любом случае тебя уже до конца контракта как-нибудь отсидишь. Ну, чтобы без этих моментов. Ты и так только отделался. Сколько контракт? Год. Угу. Меня, получается, я приехал меня в Ростов обратно, уже на обратном пути. Добрался до части, за ленточку переехал, то есть этот пропускник, короче, донецкий. И в Макеевке, короче, прибыл в часть. В часть прибываю. Там, соответственно, мне прилетает от службы безопасности. Ну, со мной как поговорили в таком жестком формате. Нормально, короче. Лещей надавали? Там не то, что лещей надавали. У меня отбита простата, позвоночник, Да. пах, короче, да. Ну, там то, что мне в туалет, допустим, сходить сейчас, это мне нужно очень большое усилие создать. Я не чувствую, то есть, получается, пятую точку у себя. Она немая. Я иголкой ее колю, я не чувствую. И вот здесь получается такой момент. И что, тебя обратно отправили в окопы, да? Нет, сперва не в окопах. Я на костылях был, нога вот так согнута под 90 градусов, получается. Они меня, естественно, не могли в окопы запихать. Они меня оставили на штабе находиться, то есть на КПП сидел. Просто там нажимал на кнопку, записывал там. И потом меня хотели в реабилитационный центр скинуть. Я думал, что в реабилитационном центре это будет чересчур для меня, короче, это... Меня там поставят на ноги, если, то меня действительно запихают наперед. Я там, получается, попросился у заместителя начальника штаба там этот вопрос, ну, естественно, там, как решаются вопросы. Решил этот вопрос к тому, чтобы меня забрали в разведку. То есть, получается, обслуживать радиостанции, там, склад БК, там, вот эти все моменты. Ну, то есть, получается, такую работу делать, чтобы не касаться, не соприкасаться с передком, минимизировать риск. Я получился двинуться вот таким образом, чтобы оказаться, ну, подальше, то есть, ну, И где не получилось? Все было хорошо. Я, получается, пробыл 1,5 месяца там, находился, пока за это время освоил FPV, там, ну, для себя, потом все эти моменты, там, Mavic. И когда пришел комбат, который бывший начальник командир разведки был, новый комбат пришел, который заменил зятя. Он, получается, шашкой махнул и сказал: всех, кто с категории В, вне зависимости, где бы они ни находились, их всех собрать на роще, ну, то есть на базе подготовки. И нас всех просто... Командир в один день в 4 утра приходит, меня просто толкает, говорит: вставай, собирайся. Комбат сказал тебя вывести. Я приехал на рощу, где находится база подготовки в этот момент. И у меня забрали костыли, палки, ну, то есть, получается, все эти опорные моменты, то, что были. Давай, расхаживайся. На полигон я уже не ходил больше. Ну, я просто на дроне, то есть, когда проходили ночные учения, я, получается, на дроне летал и гранаты страйкбольные сбрасывал на бойцов. Ну, чтобы они представление имели, что такое БПЛА вообще в целом. Потому что мы, допустим, когда попали на линию боевого соприкосновения, я дрон в глаза не видел вообще. Я даже не мог отличить FPV камикадзе, который таранную боевой частью бьет, или который сброс осуществляет люстру, ну, на Mavic. Сейчас уже много чего есть. Сейчас уже и такие мавики, и такие, да. И сейчас уже драконы, видел дроны, не? Нет. Которые выпаливают посадки. Видел одну запись в телеграм-канале. Ну, да, там, как он высыпает, как летит он, как FPV в режиме. Да. И он высыпает, получается, и посадка полыхать начинает. Я вот этот видел, да, один ролик. Прикольная тема. Страшно. Заживо всех. Страшно. В посадке в блиндажах зажигать. Страшная тема. Так а что делать, блядь? И вот, получается. И когда уже попал, получается, туда... Давай, тут долго будет. Тебя отправили, короче, что же, на штурм в итоге? Ну, в итоге, смотрите, как получилось. Получилось так, то что я
находился там. Я был в списке не боеготовых. Мгм. То есть вместе с калеками, с калеченными. То есть мы все были. Уходило, приехал народ, там много народу, приехало один полк туда. Приехали, короче, и вот эти все молодые, ушлые вот эти, кто Карловки Южной, там, он не видели, потому что в ваши, получается, войска, они смещали, меняли дислокацию для того, чтобы в котел не попасть, Мгм. получается, на более выгодные рубежи перегруппировку делали, получается, и оборону не держали. То есть, получается, вот эти молодежь, вот эта дурная, которая на Карловку залетела, там большим количеством, там 10-12 было ваших бойцов, они потом позиции отдали, короче, ушли, Мгм. перегруппировались. Они заняли пансионат, там вот эти все моменты, Южную Карловку, получается. И они там на том моменте, там все там ай-уй, там мы там вояки там такие, ну, все раздухаренные, все такие там. Я помню самую первую свою картину, которую я увидел на первой Первомайке, в Первомайском поселке, когда я увидел просто земля, которая истланная трупами, которые кто-то мышами уже поедены, кто-то зеленый. Когда увидел фарш вот этот вперемешку зеленый с землей, короче. Ну вот эти вот, все это, смрад, надышался этим смрадом, когда все это увидел. Я увидел настоящую картинку для себя. Мгм. И меня не горела перспектива вообще сюда попадать. И как бы Бог миловал до определенного момента, в том моменте, что меня не забирали. Потом в конце приехала служба безопасности, просто всех, кто здесь, что не хочет. Ну там разговор короткий, не хочешь, тебя в принципе привезут к линии боевого соприкосновения, где ты будешь просто, ну тебя не будет, ты будешь обнулен, ликвидирован. Мгм. То есть там выбора большого нет, там либо тебя в ноль, либо ты идешь. Человек, естественно, психология работает в каком формате? Она работает в том формате, то, что он цепляется за каждую возможность продлить себе Ну, понятно. существование. Даже исследования вроде проводили, почему люди не пытались бороться, когда их вели на расстрел. Хотя их было больше, чем тех, кто ведет, и они что-то там пришли к выводу, что пока у человека есть мнимая надежда на жизнь, он не будет там бороться. Да. И тут, получается, нас привезли, уже последнюю партию коллег собрали, нас привезли в Украинск. Мгм. С Украинска направили в Цукурино, мимо там баз дислокации. Мы даже командования не видели. Единственное, мы слышали то, что командир такой, ведьма была, которая, она была в день моего заката, получается, с посеченным лицом и сломанной рукой, женщина эта. Она ее как в штурм отправили. Она стабильного вроде как убила, короче, отказника, зэка, Мгм. получается. Нормальная подруга. Да, там, Либо, своего. ничего Я хорошего. вообще не представляю, как можно своего застрелить? Не, ну ладно, случайно. Ну, это как это, типа как пример показания. Она на кураже такая, больше медийная личность, больше тиктокер, короче, по сути была. И как типа талисман подразделения, вот девочка такая молодая, красивая воюет. Вот такой момент. Обслуживал командиров. Ну, я не знаю за эти моменты. Да. Я как бы, да, потому что я вообще, справедливо сказать, я с ней даже глазами не пытался встретиться, я даже на нее голову никогда не поднимал. Я всегда старался держаться от нее подальше. Это понятно. Потому что там возле нее столько внимания, столько этих, получается, ну, там все там пытаются угодить, там лебезят. А мне как бы такое не впору. Так и что, вас засунули в машину, отвезли на ноль? Поставили, нам сказали идти до нуля, мы подошли на ноль в Цукурино. Мгм. Я говорю старшему группы, какая стоит задача. Потому что если шторм, я понимал, что меня в шторме, 10 секунд с моим состоянием, с моей походкой и всем прочим. Он мне говорит, нет, говорит, я не знаю сам, говорит, какое задание. Все скажут. И за 10-15 минут до отправки старшего группы вызвал к себе командир. Он приходит, приносит мешок взрывателя ТМ. Приносят с ним бойцы ТМки. Раскладывают и говорят, нам надо, в Новодмитровке осталось 2 дома. ВСУ бежит, уже убежала оттуда. Но техника подходит. А до этого предыдущий, который штурм был, тоже с нами, которые ехали. Там дед 60-летний, там еще молодой пацан, лет 28. Они поехали на мотоцикле, закатились. Сопротивления не встретили никакого в Новодмитровке. Засели, получается, в доме, заняли позицию. Нам даже не сказали. Подъехал танк и 4 раза в упор им дал, короче, туда. Потом пришла ваша группа
морпехов, зачистила их, получается, ну, ликвидировала, забрала радиостанции. Это мы уже узнали потом со слов водителя, который наблюдал за этой картиной с дрона. Ну, он в командном пункте, он видел, как это все происходит. И он уже, когда приехал, он этот момент сказал командиру группы, когда они вместе вдвоем рядышком ехали. А там буханка, она, получается, УАЗик. Она обрезана вот так вот была, получается. То крыша только над водителем и только над, над командиром. Я понял, да. А дальше наварен уголок, ребро жесткости. И все. То есть с открытым полностью, ну, этим. Ну, чтобы больше людей поместить. Да. Нас погрузили в нее. Выложили ТМки, дали РПГ, которая по танку работает, большая труба зеленая, снизу еще такая маленькая трубка, и РШГ одна, ну, штурмовой граник. Дали БК, ну, вот это все моменты, там по 2 маргарина, короче, вот эти 5,45, ну, там в комплекте 4 колбаски, ну, которая идет на 1 магазин, на 30-ку. И дали там, кто говорит, давайте загрузитесь гранатами, там побольше гранат на всякий случай. Я так символически подошел, 2 взял РГДшки, 5-е, потому что начал понимать, то, что дело тут что-то пахнет явно, короче, не раскладкой ТМок, тупой занятием позиции с круговой обороной. И получается, вот этот рюкзак, там положил сигареты, носки, трусы, там такие вещи. Положил РДшку, залез вовнутрь, и нас повезли. То есть полетела птица, и по рации начали вести нас командир. То есть здесь поверни влево, здесь поверни вправо. Ну, там у командира, у старшего группы, получается. Ехали по посадкам, по нам начался огонь. Не такой интенсивный. Там прилетел один камикадзе, включили рэп, который был на крыше установлен. Камикадзе упал. Проехали, начали заезжать в Новодмитровку. И тут, получается, по диагонали через поле. И тут с 2 домов по нам дали, короче. 4 стрелка я посмотрел. Мне попало в каску, получается, в голову. Ну, Бог миловал. Я молился, ехал. Просто вот 7 молитв, которые я знал только. Я громко молился и читал Коран. Просто, чтобы Всевышний жизнь сохранил. В этом всем кардебалете. Я, получается, мы начали приближаться к позиции. И тут со мной был один дагестанец, пацан. Он мне говорит, я 300, я на него поворачиваю, ему 7,62 в шею сзади вошла, и выход у него, я вижу, шея. Там несовместимо с жизнью. Он мне говорит, я 300, и вот так ничком падает рядом со мной. Я его телом прикрылся, получается. И когда машина остановилась, я смотрю, в лобовые начали стекла лететь, короче. Здесь, получается, кто-то начал уже там кричать от ранений. Я просто голову поднимаю, разворачиваюсь, но я на хромой ноге. И получается, слышу крик командира «Танк!». Я просто спрыгиваю, тут взрыв. Я чувствую, что у меня правая икра пробита. Я уже не могу на ней... левая икра пробита. Я не могу, короче, уже на нее полноценно наступать. Я начинаю выхрамывать. Я примерно слышу перезаряд, сколько идет примерно. Считаю. 1, 2, 3, 4, 5. Падаю. Опять. Выход. Выход перед тем, как я стоял. Передо мной стоял сарайчик с домом. Его просто сносит, короче. И я выбегаю дальше. Подбегаю к стайке. Выход в стайку идет. Стайка разлетается. И вот так вот выстрелов 6 где-то примерно танк делал по мне. Потом я забежал за сток сена. Танк уже не работал по мне. Я слышал, началась интенсивная стрельба. Автомат я сразу с собой брать не стал. Автомат я оставил в кузове. Я, получается, спрыгнул из него, начал спасаться. Я увидел стайку, где стоит животное, козел было. Ну, я открыл, смотрю, стоит козел, и стоит на меня, смотрит. Я смотрю, белый. Я думаю, ну, может быть, это что-то и значит. И, получается, за козла забегаю и падаю под поилку, рядом с ним, получается, ложусь. Тут выход пол в сарайке сносит, получается, вот этого полстайки. И на этом все. Прилетели к FPV, начали мониторить. FPV-шки там повтыкались, кого-то убили, там, ну, я силуэты уже темно было. Силуэты различал только там, то, что кто-то там с автомата стрелял, вел в стрельбу. Его, получается, этот FPV-шка догнала. Я в таком положении пролежал, получается, находился 2 дня. То есть я лежал под этой стайкой, то есть я первый день слышал то, что ЗСУ пришли, на рации слышал, бронетранспортер подъехал, ну, Брэдли, предположительно, по звуку работы мотора. Я послушал, они прошлись, то есть меня не заметили. Ну, и как бы так
поверхностно прошлись, сели в бронетранспортер, и бронетранспортер уехал. Что ты сразу не сдался? Ну, потому что я слышал стрельбу, я думал, то, что добивают. Мгм. Я думал, то, что сейчас, ну, добьют просто. Ты вылезешь, там не будут тебя спрашивать, ты стрелял, ты не стрелял. Тебя просто изнищили, и все. И нет тебя. Тут, понимаете, такой момент, то, что надо тоже набраться решимости для того, чтобы на вооруженных людей выйти. Тем более это противник, который, ну, на которого ты с оружием приехал. И который тоже на взводе, напряженный, на нервах. Тем Ну, более, вот ну, это это война. да. Естественно, от этого я на следующий, через 2 дня, я уже более-менее посмотрел, так сравнил обстановку. Ну, минометкой посыпало периодически по кругу. Я выполз, набрался решимости. Выполз, получается, из этого места. Да, рассказывай. Выполз из этого места, которое было. Осмотрелся по сторонам, нашел подвал. Залез в подвал. В подвале нашел консервации. Ну, там компот абрикосовый. Нашел там, получается, консервы куриные, мясные. Такие там, которые гуманитарные. Сразу открыл консерву, скушал, попил, помолился. Я как раз очень сильно хотел пить, очень сильно хотел есть. Я помолился Всевышнему, то что он меня. И посчитал это как знак. Там был мой... дальше я вышел из этого подвала, начал осматривать окрестности. Обнаружил позицию ВСУ. Я ее ополз и залез выше домом. Выше домом залез. Там лежит мой командир, раненый. И получается... Тот, который с вами приехал? Да. Он, получается, когда забегал в дом, ему танк, получается, тоже простреливал, и осколком ему тоже он много был поражен. Но он такой тоже, в принципе, был еще бодрый на тот момент. Но у него просто дырень побольше была в ноге. Я пришел, и он мне говорит, ну все, ждем. Сейчас, короче, вон, слышишь, стрельба, там штурма идут. Сейчас, короче, уже придут наши. Я нахожусь на этот момент, ну, как бы начинаю с ним разговаривать по этому поводу. Я говорю, послушай, говорю, вот смотри, а что мы, говорю, имеем с того, то, что сейчас вот даже придут наши, освободят, ну, как, ну, не то, что освободят, там, ну, отодвинут ВСУ, ну, мы откатимся, допустим, к примеру, потому что мы ранены, в любом случае нас будет эвакуировать. Я говорю, а что дальше после этого? Ну, опять, пришел ты в больницу, у тебя контракт уже закончился, у меня тоже контракт закончился, нас не отпустили домой. Контрактные обязательства они нарушили. Контракт — это смерть. И все. Тут навряд ли кого-то куда-то отпустят. Да, ну то есть, получается, полугодичников отпустили всех, кто их прошел. А мы, получается, вот этот первый набор, который на год пошли, нас кинули. Нам просто, короче... Скорее всего, просто тогда больше людей было. Сейчас людей не хватает. В российской армии тоже. Если в украинской армии не хватает, то в российской такая же ситуация. Просто мы как бы в обороне, а они штурмуют. И представляешь, сколько надо людей, чтобы вот это каждый день, блядь, отправлять в такие штурма. Ну это ж пиздец просто. Так штурм мы еще когда ехали по посадке до места, получается, боевой задачи. Мы по посадке едем, и я смотрю, я чувствую тленом. Ну, смрад идет, разлагающихся тел. Трупов, да. Трупов. Именно нашего подразделения, пацанов. Вот этих, с которыми мы недавно там чай пили, сидели вместе, ели. Ну, вот так получается, я голову повернул, земля вперемешку с мясом. Головы, шлема, руки, ноги, головы, шлема, руки, ноги. По маршруту их следования. Получается, 50 метров устлано трупами так. 100 метров в другую сторону устлано так. В посадках трупы, в посадках где-то тяжелые раненые. Тяжелых раненых никого не откатывают. Меня уже на тот момент я начал ему говорить, что нас ждет непосредственно там. Он говорит, а что ты хочешь, говорит, предложить? Я говорю, здесь недалеко линия боевого соприкосновения, здесь противник. Я знаю, где есть позиция находится. Мы можем прийти туда адекватно, выйти на связь, потому что сейчас боевых действий нету. Более-менее бойцы, они не напряжены нервно. У них сейчас нет такого состояния, чтобы встречать всех, короче, очередями. Можно попробовать как-нибудь выйти. Я выползу, начну кричать. Типа ты к нашему придал? Да. ЗСУ, начну кричать. Я такой-то, такой-то принял решение сдаться. Я сдаюсь.
Он автомат взял, сказал, сука, еще раз такое слово скажешь, ну, тебе пиздец. Идейный, бля. Да, он конкретно идейный был. Ты что, говорит, там, тварь, нахуй? Я тебе, говорит, устрою, говорит, ну, говорит, ладно, потом, говорит, попиздим, говорит, когда командование будет. Я говорю, ладно, понял. А он меня начал отправлять, пока мы там были, он меня начал отправлять за продуктами, за провизией, то есть я броник, каску вообще выкинул сразу. Я даже ее не поднимал в этой стайке. Я без броника, без каски вылазил, смотрел углы мертвой зоны, которые не простреливаемые, падал и ползком проползал, получается, к домам, к разрушенным. Прислушивался, если там не было никакой активности, то есть ни голосов, никаких шорохов посторонних. Я заползал туда. Носил бутылки. Он начал как не в себя, короче, пить. Выпил за 5 дней 48 литров воды. Ну что, там 5 дней вдвоем были? Это мы с ним вдвоем были, да. Он выпил за это время. И тащи еще. Я ему банки таскал, еду таскал. Потом уже начал он там замерзать. Я начал, кастрюльку нашел, а мы все на вале сидели. Я, получается, в кастрюльку ставил, очистил землю. Дрова щепками рубил, поджигал, получается. И от этого мы грелись днем, получается, когда не было. Ну, боевые идеи идут там. Здесь взрыв идет, там, допустим, мина, там, допустим, к примеру, взорвется. Там дым, там загорится. Ну, то есть, получается, еще под этот шумок где-то можно было, короче, ну, развестись. И сколько ты вот это бегал по поселку? На 7-й день я, когда заходил в первоначальный подвал, где я нашел закрутки, консервации, где фруктики там стояли, все эти вкусности там. Дай бог здоровья тем людям, которые это все сделали. Что, бог здоровья, бля. Они... Хаты уже нет, ни нету. Дай бог здоровья им, всем, что их рукам, их вообще там, чтобы у них только успех был. Покормили тебя. И благо Всевышнего. Да, они таким образом спасли меня от голодной смерти. Они, получается, я нашел второго бойца, третьего точнее. Там же, в подвале? Там же, в этом подвале. Он, получается, неделю, оказывается, лежал там под ванной, тресся. Протухшие огурцы соленые, которые были с плесневой, там жевал, короче, дристал под ними лежал. Я его вытащил, короче, он не хотел никуда идти с этого подвала. Я ему немного в чувство его привел. Я говорю, пошли, говорю, ты здесь сдохнешь, говорю, от холода, говорю. Ты что, прикалываешься, что ли? Он, да у меня ноги отморожены. Я его тряханул, взял с собой, короче, и мы пришли к командиру. Командир уже на тот момент начал сыпать. Он начал меня за Старлинком отправлять. Чтобы я Старлинк развесил, получается, и чтобы он по своему телефону, у него телефон был, чтобы он по телефону вышел на командование и чтобы вертолет прилетел, эвакуировал. Ну, все, у него уже пошла фаза невозврата. И такой, там смотровая яма была. Это территория половина сенчик, половина гараж. Там смотровую яму. Посмотри, и дрова принеси, закидывай. Я спустил его, получается, вниз. Я, получается, спустил его вниз вместе с бойцом. И мы сказали, ввиду того, что активность непонятная, минометка близко ложит, один прилет сюда, мы все будем готовы. Давай ты сиди в смотровой яме, ну, получается. Оставили ему провиант, воду, все моменты, автомат, ну, личное оружие, телефон. Мы будем находиться в близлежащем подвале. После того, как ты будешь в близлежащем подвале находить, ну, мы будем выходить периодически, еду тебе давать. Ну и моменты какие будешь там давать нам, установки там, уже дальше действовать. 2 дня мы пробыли, получается, я беру с собой банку абрикосового. Сперва пришел к нему, он мне говорит, абрикосов принеси. Я ему взял абрикосового варенья. Он не варенье, а компота. Взял 2 банки тушенки, пришел к нему, говорю, зову его, Костыль. Костыль начал стрелять. Ты чё, блядина, там, ну, я не знаю, он там попутал, он меня не узнал, он начал уже стрелять, то есть, получается, в потолок, бах-бах, с 5. Передо мной 2 выхода было, короче, вот, получается, с доски. Я говорю, все, короче, на этом хоп, короче. Я уже тут он меня сейчас зашмаляет точно. Разворачиваюсь и иду к себе обратно в подвал туда. И ближе к вечеру по сумеркам я слышу бах-бах. Это на следующий день я осторожно подошел поутру, взял с собой бойца этого, поднял доску, 2-ю доску, 3-ю доску откинул, посмотрел, ну там череп раскрытый, он уже лежал внизу, он сам себя пристрелил. Не могу сказать, что он умный, блядь. И, соответственно, прогал был, пустое место следующего дома, где пасека стояла. Я говорю, собирай жопу в горсть и пошли туда,
тот подвал. Мы перешли в следующий подвал. Там я нашел муку в доме, ну, в окрестностях лазил, воду. Также сделал себе импровизированную печь в подвале. Начал там тесто делать, короче, потихоньку хлебцы там печь. Там консервация были, запасы тушенки. И начали там в день там банку тушенки. Ну, то долго будет, да, если вот за каждого. Ты сколько дней вот это там гасил? потом еще дней 10, короче, около 20 дней я там пробыл. Ну, ты еще, по-моему, да, командир себя баранул, ты 10 дней там где-то еще лазил, да? Да, я лазил, получается, собирал провиант. И что, ни изучал ваших местность. не было, ни наших? Были штурма, были боевые действия. Если, получается, я проползал под вашими позициями. Одна позиция была ваша. Я ползал ее по мертвой зоне, по палисаднику, проходил на пузе, выходил за другой дом за ваш, получается, ну, который был за вами занят. И там штурма уже впереди шли. Ну, периодически, какая штурма, там, по стрелке, там, выбежали группа. Что такое штурмовая группа ВСРФ? Это штурмовая группа, пока она на марше. Когда она подходит к позициям ВСУ, она становится группой самоспасения, самоэвакуации. Ну, судя по тому, что с вами случилось, то где-то да. И тут получается какой момент? Я вышел и обнаружил то, что ваши ребята, получается, сидят в доме. Я уже на тот момент с бойцом с этим говорил, я говорю, вот смотри, вот сейчас мы возвращаемся обратно, у нас второй разговор. Ну, то есть первый разговор, но с этим бойцом. Это подобный, как с командиром. Вот смотри, говорю, ты бы сейчас сдался? Да ты чё, да нам там в жопу пену надуют, короче, там потом нас там порежут, нас там выебут, убьют, расстреляют, там, ну все там, ну то все то, что, короче, в принципе, там кажут вообще в целом про ВСУ, ну про ЗСУ. Я говорю, смотри, говорю, какой момент, ну на свой страх и риск. Я говорю, если что, говорю, я говорю, много видел, говорю, видео, записей, ну в интернете, о том, что где с пленными общаются. Эти же пленные как-то туда попали. Если бы было бы такое, то тогда бы их бы не было, соответственно. Это же надо, говорю, логически подумать. Зачем мы записываем? Чтобы потом следующий посмотрел вот это с тобой интервью, и будет даже если в такой же ситуации или до такой же, он вспомнит твои слова и пойдет так же само сдастся в плен и выживет. А еще лучше он нашего никого не убьет. Понимаешь? Поэтому вот Дима Карпенко, Вова Золкин, там и другие есть тоже, там люди записывали интервью. Для этого и записывается, чтобы хотя бы в самой, блядь, дебильной ситуации пришла умная мысль в голову. Если ты кого? Вову Золкина, да, видел? Черненького или свет? С более густой бородой, да, Золкин, как да, мне показывали. Да, ну да. И вот получается... Вове привет. Быстро, а ты, говорят, в спецназе служил в Тихоокеанском? Да, да. Ты строчка ж? Да. Да. Срочка был. Да я тут уже, блядь, мы всю семью уже разобрали и всю биографию. Ну, короче, и что ты с ним поговорил? Он не захотел, да? Или что? Я смотрю, он отрешенный. Он решение принять не может. То есть решимости в этом человеке ни капельки нету вообще. От слова совсем. Я говорю, что ты собираешься делать? Я здесь буду сидеть. Я говорю, ты понимаешь, что у тебя провиант закончится через 3 недели? Вот провиант у тебя закончится через 3 недели. Что ты будешь дальше делать? Буду лежать, пока не сдохну. Я говорю, будешь лежать, пока не сдохну. За все время он из погреба ни шагу не ступил. Я под минометкой лазил, таскал мед, таскал там виноград рвал под этим минометом. То есть, получается, смотрю, прилет, слышу, вот этот свист. Я, получается, падаю, прилет идет, бум, взрыв. Я встаю, еще 2 гроздины упало, хорошо, еще плюс. Вот так вот собирал, короче, под этими минометами. Воду таскал, собирал по домам, там, где Авалон, ну, есть 6-литровая, очень вкусная вода, я вкуснее воду вообще не пил. Какая? Авалон называется. Такая вкуснейшая вообще вода. Я ее когда с жажды увидел, когда первый раз, я так вообще, такой вкусный. Большой бутыль просто? 6 литров, да, чистая. Она сконсервирована, ну, в смысле то есть, получается, у него заводская упаковка была. Я там нашел несколько палеток, ну, это комплекты, там они там по 2, по 4. Вот. И получается, он ни шагу не сделал никуда, даже ведро вынести, короче, за собой экскрементами не мог, не решался. Я думаю, ладно, с этим Васей все понятно, это просто, с ним можно утонуть. Ну и дурака тоже жалко. И позицию, в которой ваши бойцы были, я ее запомнил. Следующего дня я молитву прочитал, получается. Решимости набрался, сделал 2 Всевышнему, говорю, Всевышний, прошу тебя,
Дай мне, говорю, отдай меня в руки людей справедливых, чтобы нет на моей совести крови этого народа. Сохрани мне мою жизнь, прошу тебя. И, получается, вышел. Набрался воздуха, зашел в соседнее здание, обнаружил ваших бойцов. И визуальный контакт пытался установить. Но мне пришлось до этого еще там час-полтора, короче, набраться этой решимости тоже, на действие. Потому что все равно страшно выходить на человека, который вооружен, который может просто, шмальнуть. Понятно. И что ты им начал говорить? Или кричать? Я его увидел, мы глазами с ним встретились. Я руки вот так сразу вытащил. У меня оранжевые перчатки были строительные. Я там нашел территорию дома. Я руки вот так вытащил. Я говорю, ЗСУ, я сдаюсь. Он мне, кто такой, чьих будешь? Я говорю, ВСРФ, говорю. Я говорю, пришел сдаться к вам в плен. Я говорю, у вас уже, говорю, наблюдаю, говорю, пару дней, говорю. У меня ничего, ни оружия, ни броника, ни каски, ни гранаты, я все, говорю, выкинул, говорю, оно у меня там, говорю, лежит. Он мне говорит, стой, чтобы я тебя видел. Я встал где-то в такой позиции, простоял где-то минут 40. Он пока с командованием сопрягался, пока установки получал, инструкции, информацию. И такой момент говорит мне, выходи, чтобы я тебя видел. Я зашел, подошел еще поближе к ним, сел, вот руки, говорю, мои. Можно, говорю, я самокрутку закручу? Сижу, самокрутку кручу, получается. Он мне говорит, давай, говорит, тебя сейчас, говорит, загасят. А там дроны работают. Дом напротив, получается, взорвался, загорелся. Там БК, гранаты начали взрываться. Он говорит, тебя загасят сейчас, дурак, говорит, давай, говорит, к нам, говорит. А это, оказывается, ВСРФ птичка летала, короче, долбила по домам, короче. И минометка, это, оказывается, все время российская работала. Я говорю, все, говорю, ты видишь меня? Да. Я, говорю, иду к тебе. Выбежал, получается, зашел. Они меня осмотрели, связали, оказали мне, у меня гноение большое было. Я, получается, чтобы гноение тормознуть, для крупного рогатого скота антисептики пил, таблетки. У меня чуть-чуть не развивалась она так сильно, трупом воняло с ноги, уже пошел трупный запах. Гноя там постоянно выходило много. Я в таком состоянии все это время был, с первого дня. Они мне сразу, да ты что, смеешься, что ли? Давай быстро, короче, подняли, быстро меня перевязали. Тут же сразу мне воды принесли, тут же дали закурить, дали, разогрели мне еды, короче. Осмотрели, связали. Я покушал, связали. Говорят, что, говорит? Ты, говорит, счастливчик, говорит, ты в рубашке, говорит, родился. Я говорю, что такое? Он говорит, да там, говорит, птица, говорит, вам, говорит, скид сделала, говорит. Как раз, говорит, где ты, говорит, находился, говорит, вот то, что, говорит, ты вытащил. Ладно, говорит, сейчас буду разговаривать с этим, с командованием. С командованием связался, как со мной быть, распоряжение было. Там минут 10 такое тяжелое время было, там, не было ответа, не поступало. Я сидел, думал, сейчас просто это, все. Все, пора сейчас расстрелять. Сейчас расстреляют, короче. И как его, через 10 минут выходят, говорит, давайте, говорит, вечером, говорит, его на, говорит, крайнюю позицию и эвакуацию, говорит, осуществить. Я говорю, субхану, альхамдулиллахи раббил алямин, хвала Аллаху, Господу миров, я говорю, просто то, что... Ты что, при них вслух это начал говорить? Да, я даже они мне говорили, а ты Коран можешь читать, говорит, я говорю, да, могу читать Коран, на арабском, потом так, я так могу читать Коран, других в зоне учил, бывало, людей. И получается, почитал он, они посидели, и меня вдвоем повели, они. Я говорю, они говорят, с тобой есть еще кто? Я говорю, есть, говорю, со мной один, говорю, овощ, говорю. Надо его, говорю, тоже забрать. Но он, говорю, придурочный, говорю, он гранату, говорю, в тот раз, когда я зашел, за кольцо дернул. Но, говорю, судя по тому, что он боялся выйти из подвала, решимости ноль, это, скорее всего, он понял, что я без оружия был. И он просто понт решил заколотить, потому что тот, кто хочет взорваться, он это делает, он не показывает там, то, что я там сейчас тебя там вырву, я сейчас взорву. Я говорю, жалко его, говорю, дурака. Говорю, у него, возможно, даже сведения какие-то есть. Поэтому, может, заберем его. Они говорят, ты как переговорщик пойдешь, либо мы просто сейчас возьмем его, зачистим. Я говорю, да, говорю, готов пойти. Я захожу, получается, открываю, я говорю, по позывному называю его, говорю, выходи, дуру не гони, здесь пацаны вообще нормальные, четко, все, адекватно, короче, сдаемся в плен. Ты сдаешься или как? Выбор у тебя невеликий, говорю, либо да, либо нет, короче, тут с тобой никто долго разговаривать не будет. Все равно бы рано или поздно нашли, убили, либо он сам умер. Конечно, да, он бы умер сам.
Он был, как мышка, сидел бы и с голоду бы там закончился. Ну вот. Я ему говорю, уже выходи, говорю, просто дуру не гони. Он, все, я выхожу. Я говорю, слушай сюда, говорю. Сразу, говорю, руки показывай свои. Руки свои, чтобы видно было. Ничего с собой не бери. Автомат, БК, гранаты. Все оставь у себя. Ну, там пусть на полке как лежало, так лежит. Он, получается, все это оставил, вышел, руки показал, присел и говорит, ну все, говорит, ты, говорит, ёбнутый, говорит, сейчас, говорит, нас, говорит, пизд, говорит. Я говорю, слышь, говорю, а какого рожна они, блядь, рискуя своими жизнями сейчас, то, что сейчас птица наша прилетит, их раздолбит, или минометка их накроет. Они сидят здесь с нами, церемонятся, ты, говорю, своей головой, ты дурной, соображаешь вообще? Мне кажется, хотели бы убить, просто объебанули бы тебя там сразу же, нахуй кого-то и все, правильно? Конечно. Или, и потом ему гранату бы закинули. И Но они не знали бы за него, если бы ну, меня я убили. имею в виду там. Это уже я потом просто чисто совесть меня. Я вообще не хотел за него говорить ничего. Потому что, как бы, ну, он Так мне... и что, он сдался? Да, сдался. Выжил? Да, выжил. Вот он со мной... Я его с собой притащил, получается, туда уже. А он тут, внизу? Не, его уже увезли. А, куда-то дальше? Да, его уже, говорят, на эвакуацию куда-то. Да. Он что, ранен? А, он тяжелый? Да ничего не тяжелый, вообще ни одной царапины Да. не получил из АБЗ. Обосрался. Ну да, несколько раз тоже ранение считается. Желтая кровь. И тут этот. И тут получается на этом. Нас привели на позицию на 0. Встретили, получается. И повезли на этот. Уже на эвакуацию непосредственно. На эвакуацию дальше уже... Так, бля. Ой. Сука. Так, за что я хотел спросить? Он тебе хоть спасибо сказал? Не. Говорит, а за что тебе спасибо сказать? За то, что меня, говорит, это... Ну да. Ты ему жизнь спас, не? Я сделал это ради Всевышнего. Аллах милостивый. Ты решил, что если тебе спасли жизнь, то и ты кому-то должен. Не в том даже дело. Аллах милостивый. И он говорит о том, что надо быть милостивым. Я в это все не сильно верю, потому что у меня ко всем верующим, а-ля мусульманам, вопрос, зачем туда-сюда пришли. Потому что он, Золкин ходил к этому. Имам, правильно? Возможно. Священник, как называется? Имам. Имам. И имам общался с чеченцами, там, со всеми остальными. И он им объяснял, что это типа, ну, не по вере ходить убивать других людей. Это не, как его, есть слово, это священная война и Да. все остальное, что это неправильно, говорит, убивать. Говорит, типа, вы ж пришли, он им говорил как-то, вы ж пришли меня убивать, говорит, что я вам сделал? Я ваш брат, мусульманин, по вере, а вы, говорит, пришли меня убивать. Понимаешь, он ему такое говорил. Ну, они там сидели, понятно, что там, короче, поломал я лампочку. У меня нет оправданий по этому поводу, я понимаю эти моменты. Но я верю во Всевышнего, и я изначально... Я, знаешь, во что верю, что каждый может и искупить свою вину, и на это есть время. И я просил у него, чтобы он... Вот именно когда меня везли, вот в эту вот ад, Угу. ну, подобие ада, когда меня везли вот в это подобие ада, я просил у него, сохрани мне, пожалуйста, жизнь. Просто сохрани мне жизнь, о Господь. То есть с самого начала я автомат в руки, я его даже не взял. Я его оставил там в этой проклятой, короче, буханке. У меня не было намерения никого убивать. Ну, тебе много раз повезло. Так получается, что и ты если еды, воды нашел. Козел хоть выжил, что пиздец. Я его напоил, потому что он первые 2 дня еще там лежал. В этой Он привязан был? стайке, да, он привязан был. Ты его не отпустил? Я к нему пришел через 2 дня, вспомнил про него. Вытащил у него ошейник с головы, снял. Взял его на руки, принес к себе туда в сенку, открыл бутылку, обрезал одну 5-литровую, 2 литра налил ему и дал ему 2 литра воды. Вот так вот, на, пей, выпил. Так а что он там, ну ты его отпустил потом? Да. Да, Да, он потом пошел там пастись там. Ну пусть бегает. Животных мне всегда жалко, блядь. Животные не виноваты. Я вам лампочку головой поломал, братан. Ну, короче, что, на Можно этом можно плюс-минус покурить. будем заканчивать. Друзья, что, я считаю интересно. Подписывайтесь, ставьте лайки. И раскидывайте остальным в первую очередь. Чтобы в следующий раз вот... А ты интервью где Золкина видел с Димой? Когда был... На больнице был когда? Я часто смотрел, как работает 3-я штурмовая бригада и РДК. Ну, смотрел как РДК про вообще в целом. И смотрел сразу, когда РДК, обращение к солдатам ВСРФ в плену.
И потом уже смотрел, как Золкин, ну, мне его понравилось, вот именно его, как это, тематика, контент его, в том, то, что, ну, он сидит, как бы, он здравые вопросы задает, он здраво, ну, то есть на адекватные ответы, адекватные вопросы, и как он, вот именно его позиция, вот именно его вот стилистика. Что ты думаешь, если бы ты его не посмотрел, ты бы не решился в плен сдать? Я не знаю, но, скорее всего, наверное, решился. Почему? Потому что я понимал, то, что возврат ко мне обратно, то есть в мою часть, это мне гарантирован очередной штурм. Угу. И в следующем штурме мне может так не повезти. Танковый снаряд, он такой, он большой объем поражения имеет. Да. И то, что он может меня просто... Ну, я могу погибнуть, это элементарно. Сколько штурмов... Жизнь штурмовика ВС РФ 4 недели. Ты переборщил. 4 недели на передке. Я не видел, чтобы кто-то выжил больше. Либо ты 300, либо ты 200. Перспектива короткая. Если ты не без ранений, ты не откатываешься, тебя гонят вперед от позиции к позиции, от позиции к позиции, до тех пор, пока ты не затрехсотишься, либо не задвухсотишься. Если ты затрехсотился, выбирайся сам. То есть тебя никто не эвакуирует никогда. А вернуться обратно еще тяжелее, чем идти вперед. Бойцы вооруженных сил Российской Федерации. У каждого есть свои причины, и у каждого есть свои резоны относительно того, кто вы служите, ну, где вы служите и за что кто идет служить. Для адекватных и здравых людей, для тех, которым дороги их семьи, их родственники, для всех тех, кому дорога их жизнь, не бойтесь сдаваться армии ВСУ. То, что говорят слухи вот эти, то, что там в жопу пену задувают, там вот это вот пеногерметик, то, что там режут, то, что там убивают, стреляют. Я вам говорю, чем мое командование, непосредственно, которое только может, блядь, раз, сука, ебаный, сдох, вот такие слова говорить, меня, пацаны, которые в полон взяли, вот эти вот, которые, огромный привет передаю морской пехоте Украины, вооруженным силам, они меня встретили как родного, несмотря на то, что они не знали, убивал я их с побратимов или не убивал. Они меня встретили как родного человека. И когда они ко мне отнеслись по-человечески, я себя последней скотиной почувствовал. В том, что вообще еще раньше не пришел и не сдался. Я вам говорю, бойцы, уходите с этой войны. Это неправильная война. Эта война – это удовлетворение амбиций и выполнение государственного плана. Если каждый меня услышавший, который видел вот эти гнилые с трупами посадки и валяющихся пацанов, которые воняют, которых никто не вытащит. Придешь ты, то, что командование скажет, ты даже если будешь на передке и выполнишь задачу поставленную, ты будешь для них пидорасом. Ты будешь для них пидорасом в любом случае. А если тебя не станет, им будет похрену, они тебя даже не вспомнят. Вот эти моменты для себя возьмите. И не ведитесь на вот эти всякие провокации, которые говорит вот эта вот кремлевская вот эта шайка, а которая исходит вот это аппарат вот этой пропаганды. Нету такого. Украинцы, они человечные. И они не такие, как мы. Почему? Потому что они относятся к нам по-человечески. А наше командование их не жалеет.